Планету снова захлестнули катастрофы. Серия мощных землетрясений потрясла Венесуэлу, Китай оказался во власти разрушительного тайфуна, а в Бангкоке огромный участок дороги ушел в гигантскую воронку. Обо всем этом прямо сейчас в выпуске «Горизонт событий». Приветствую, друзья! Вечером 24 сентября в северо-западной части Венесуэлы произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. По данным Геологической службы США, очаг подземных толчков залегал на глубине около 8 километров, а эпицентр находился примерно в 24 километрах к востоку-северо-востоку от нефтяного городка Мини-Гранди в штате Сулия. Сейсмическая активность была зафиксирована в 18 часов 21 минуту по местному времени. Примерно через 5 часов произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,3 на расстоянии около 3 километра от предыдущего толчка. Землетрясение ощущалось не только в Венесуэле, но и в соседней Колумбии, где жители приграничных районов сообщали о тряске. В частности, толчки были замечены в городах Маракайбо, Каракас и Баркисимето, а также в колумбийской Санта-Марте. Ощутили заметную тряску и жители Мериды в 150 километров от эпицентра, который располагался в ключевом нефтедобывающем регионе у озера Маракайбо, одного из крупнейших в мире центров добычи нефти, и сейсмическая активность в этой зоне вызывает особую озабоченность. На данный момент официальных сообщений о жертвах или значительных разрушениях не поступало. Власти Венесуэлы сообщают о двух последовавших афтершоках магнитудой 3,9 и 5,4. Эти землетрясения – одни из самых сильных в Венесуэле за последние 10 лет. Последний толчок подобной силы в радиусе 300 километров от эпицентра произошел более десятилетия назад. Венесуэла расположена в сейсмически активной зоне на стыке южноамериканской и карибской плит, что делает страну уязвимой к подобным событиям. Власти Венесуэлы и Колумбии призывают жителей не возвращаться в здания без подтверждения их безопасности и следить за обновлениями от сейсмологов. На данный момент афтершоки не превышают магнитуды 5,4, но эксперты предупреждают о возможных повторных толчках в ближайшие часы и дни. Утром 24 сентября в историческом центре Бангкока на оживленной улице Самсен обрушилась проезжая часть, образовав огромную воронку глубиной до 50 метров и площадью около 900 квадратных метров. Провал возник прямо перед фасадом больницы Ваджира и напротив полицейского участка Самсен, что привело к немедленной эвакуации сотен людей, серьезным повреждениям инфраструктуры и транспортному коллапсу. На видео, снятом в 5 часов 30 минут утра, показана дорога перед больницей Ваджира, прежде чем она провалилась в большую воронку. На кадрах видно, как дорога начинает проседать, вода медленно просачивается и постепенно затапливает территорию. В тот момент по ней все еще проезжали автомобили. Примерно к 6 часов 50 минут утра дорога полностью провалилась, образовав воронку, что побудило сотрудников дорожной полиции из полицейского участка перекрыть полосы движения. По словам губернатора Бангкока Чичарта Ситипунта, причиной стало строительство станции фиолетовой ветки метрополитена. Грунт просел в тоннель на стыке с будущей станцией Ваджира, что привело к обвалу. Хотя некоторые источники изначально связывали инцидент с недавними дождями и протечкой водопроводной трубы, официальные власти определили основную причину именно в строительных работах, во время которых был поврежден магистральный водопровод диаметром 1200 мм. К счастью, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. В воронку провалились 3 автомобиля, а также несколько электрических столбов, что привело к отключению электроэнергии и повреждению линий электропередач. Больница Ваджира, основанная в 1912 году и ежегодно обслуживающая сотни тысяч пациентов, была вынуждена эвакуировать более 200 амбулаторных и 50 стационарных больных в течение часа. Эвакуированы также жители ближайших жилых кварталов и сотрудники полицейского участка, чье здание оказалось на краю провала, обнажив подземные коммуникации. Представители управления городского водоснабжения и электроснабжения уже начали ремонт, строительство метро приостановлено.
Строительство фиолетовой ветки метро – это часть амбициозного плана модернизации транспорта, но оно сопряжено с серьезными трудностями и рисками в зоне плотной городской застройки. Власти Таиланда обещают завершить устранение последствий в ближайшие дни и провести полное расследование. Друзья, если вам интересны такие события, подписывайтесь на канал. Расскажите в комментариях о погоде в вашем регионе. Один из самых мощных тропических циклонов 2025 года, супертайфун Рагаса, нанес сокрушительный удар по южным провинциям Китая 24-25 сентября. После прохождения через Филиппины и Тайвань, где он унес жизни десятков людей, шторм достиг побережья провинции Гуандун, вызвав наводнения, оползни и разрушение инфраструктуры. Власти Китая эвакуировали около 2 миллионов жителей, но стихия все равно привела к значительным потерям. После ослабления над Южно-Китайским морем до 4 категории Рагаса обрушился на густонаселенные прибрежные районы Гуандуна, включая Шэньчжэнь, Жухай, Чжуншань, Цзинмэнь и Янцзян. Скорость ветра в эпицентре достигала 195-205 км в час с порывами до 250, что сделало Рагасу вторым по силе тайфуном в Южно-Китайском море с 1950 года. Ливни с осадками до 300-500 мм за сутки спровоцировали наводнение. Улицы Шэньчжэня и Гонконга ушли под воду на 1-2 метра, а в Гуандуне затопило более 1000 километров дорог. В Китае подтверждено не менее 15 погибших и 50 пропавших, в том числе рыбаков, унесенных штормовыми волнами. Общее число пострадавших превысило 200 человек. В Гуандуне оползни и наводнения уничтожили десятки домов, а в Хайкау обрушилось несколько крыш, похоронив под обломками 5 жителей. Всего было эвакуировано от 1,8 до 2 миллионов человек в Гуандуне, Хайнане и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Повреждено более 50 тысяч зданий, среди них 4 больницы и 20 школ. В Шэньчжэне ураганным ветром оборвало линии электропередач, оставив без света 500 тысяч домохозяйств. Прорывы дамб на реках Перл-Ривер привели к затоплению промышленных зон. Пострадали заводы электроники Foxconn и Huawei. Астрономический прилив, совпавший с тайфуном, усилил штормовой нагон. Волны высотой 5-7 метров затопили набережные Гонконга. На протяжении 36 часов действовал максимальный уровень погодного предупреждения, в результате чего аэропорт все это время был парализован, было отменено более 1500 рейсов. Железнодорожное сообщение в регионе остановлено на 48 часов, порты в Гуанчжоу закрыты. К вечеру шторм вышел в Гуанси, где затопило рисовые поля на площади 10 тысяч гектаров. Экономический ущерб в Китае оценивается уже сейчас в 10-15 миллиардов долларов. Министерство чрезвычайных ситуаций Китая направило в пострадавшие районы 50 тысяч спасателей и 10 тысяч тонн продовольствия. По прогнозам, к 26 сентября Рагаса ослабнет до тропического шторма над Лаосом и Вьетнамом, но спровоцирует наводнение в Ханое. Днем 22 сентября в небольшом городке Порту-Фелис в бразильском штате Сан-Паулу разразился мощный торнадо, который оставил следы опустошения на заводе Toyota и прилегающих территориях. По данным метеорологической службы, во время линейных гроз по всему штату торнадо категории F2 с ветром скоростью до 157 км в час пронесся по промышленной зоне, сорвав крышу основного цеха по производству двигателей, перекрутив металлические конструкции и перевернув несколько автомобилей. Производство на заводе парализовано на неопределенный срок. Это уже привело к остановке сборочных линий в соседних городах и задержке запуска новой модели Yaris Cross. К счастью, серьезных жертв нет, но около 30 работников получили легкие травмы. Местные власти объявили чрезвычайное положение, экономический ущерб оценивается в десятки миллионов долларов.
Столица бразильского штата Гойас пережила мощный ливень, который за 1,5 часа обрушил на город до 78 мм осадков. Дождь сопровождался градом, порывами ветра до 35 км в час и интенсивной грозой. В результате возникшего наводнения затопило центральные районы города, под водой оказались сотни зданий и десятки автомобилей. Ливень вызвал хаос на дорогах, одна из главных транспортных артерий города была перекрыта из-за подтопления, что сразу привело к огромным пробкам. Также сообщается о сходе оползня и обрушении крыши в медицинском центре, что привело к эвакуации пациентов. За время стихии в городе повалено более 50 деревьев, перебои с электричеством затронули 10 тысяч домохозяйств. Самым тяжелым стал инцидент в жилом квартале, где погибла 17-летняя девушка от удара током, когда пыталась перейти затопленную улицу, и в это время под напором сильного ветра в воду упал оборванный провод. Вечером в понедельник провинция Комо на севере Италии пострадала от мощного шторма с интенсивными ливнями, которые спровоцировали серию разрушений инфраструктуры. Кульминацией стал инцидент на региональной дороге SP-38, соединяющей города Канту и Альзати-Брианца. Мощный поток воды и эрозия почвы привели к обрушению участка асфальта, образовав огромную воронку. К счастью, обвал произошел в момент, когда на дороге не было транспорта, что позволило избежать жертв. Дорога закрыта в обоих направлениях, а восстановление может занять недели из-за продолжающихся осадков. Крупнейший город Нигерии, Лагос, очередной раз оказался во власти тропического ливня, который за ночь принес от 150 до 200 мм осадков. Ливневая канализация не справилась с месячной нормой осадков, в результате чего улицы города ушли под воду. Сильнее всего пострадали густонаселенные зоны на материке, а также элитные районы на островной части. Затопило жилые комплексы и торговые центры, пробки на дорогах растянулись на километры, парализовав пригородный транспорт. Всего под водой оказалось более 100 километров дорог, повреждено около 500 автомобилей и 200 домов. Серьезный ущерб нанесен бизнесу. В Лекки, пригороде Лагоса, закрылись салоны красоты, ремонтные мастерские и фабрики со скоро портящимися товарами, что привело к убыткам в миллиарды найр. Причиной постоянных наводнений в городе, помимо неэффективной ливневой системы, которая не справляется с объемами осадков, стали также привычка жителей сбрасывать отходы в ливневки и незаконная застройка пойм рек, которая сужает водотоки. Дополнительной угрозой для одного из самых быстрорастущих городов мира, с населением около 25 миллионов человек, является также постоянное проседание грунта до 87 мм в год и потеря 59% территорий болот. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые события, и до завтра.